Доброе утро! Сегодня 2 июня. С вами на канале Она Ольга Николаевна. Мы уже знаем, что сейчас мы будем с вами почаще встречаться, и может быть подольше, и может быть поинтересней. И сегодня пораньше я встала и решила себе приготовить вот такой вот завтрак. Значит, я уже все приготовила, помыла. Значит, луковица. Здесь сразу покажу все. Кабачок, кусочек вот такого перца. Из зелени у меня зеленый лук. Далее, здесь я уже приготовила 3 яйца. Вот так вот я вам покажу 3 яйца. Может быть, вот так как-то. В общем, разбила 3 яйца и потерла сыр. Все. Далее. И теперь мы с вами начинаем. Здесь у меня сковородка. Сейчас я ее немножечко поставлю разогреться. Добавила 2 ложечки масла. Ну, масло у меня такое наподобие оливкового, немножко другое. И сейчас мы режем лук. Так, а тем временем я включу варочную поверхность. Вот пока на 6. Пока я режу, будет 6. То есть режу на кусочки вот таким вот образом лучок. 1 головка репчатого лука. Я разрезаю. У меня специальный нож. Вот такой вот нож-пила, который, ну, как мне кажется, удобно резать им. Таким вот образом. Так. Лук мы с вами порезали. Так, нож мне этот теперь не пригодится. Значит, и вот на эту разогретую духовку я отправляю порезанный лук на 6. Так, отправляем. Вот таким вот образом мы его сюда отправляем. Далее мы его сейчас немножко будем обжаривать. Можно прибавить, по-моему, на 7. Так. А тем временем мы с вами порежем вот этот вот перец красный. Хочу вам сказать, значит, я как-то уже делала с цветной капустой, брокколи, делала яйцо с овощами. Можно делать с любыми овощами. Можно с капусткой, можно с брокколи, можно еще и помидоры и так далее. Я, значит, делаю сегодня так. Так, немножко не подготовила все. Сейчас мы добавим. Значит, сейчас я убавлю здесь. Я чесночок не подготовила. Сейчас мы чесночок добавим. Так. 2 зубчика чеснока. Сейчас очистим. Так. Немножко об этом я как-то упустила этот момент. Но ничего. Это дело поправимое. Вот так вот я сейчас порежу помельче чесночок. Сейчас, пока у меня лук немного обжаривается, мы добавим чесночок. Да. Ну, вот такой вот будет вкус давать. Такой специфический немножко. Кстати, он, знаете, не будет особенно таким, в общем, выраженным вкусом. Так, это я порезала чесночок. И теперь, значит, у меня здесь порезанный перчик немножко. И режем кабачок. Кабачок режем на вот такие вот круглые кусочки. Мне, конечно, много не надо. Кто-то, может быть, увеличит, смотря у кого какая семья, можно увеличить все
в 2 раза это побольше. Вот. Я считаю, даже, может быть, и одного мне многовато будет. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, и нет. А, кстати, хочу вам сказать сегодня. Значит, Ой, у меня уже падает, потому что я, видите, встала так, чтобы вам было, ну, как бы лучше видно. И поэтому я немного боком теряю. Уже у меня 2 штучки упали на пол. Но ничего, это дело такое обычное. Значит, сегодня 2 июня. Сегодня день здорового питания. Да, день здорового питания. Так что мы должны позаботиться о своем питании. Не переедать. Кушать более полезную пищу. Я достану соль. Мы соль должны с вами добавить, присолить немножко. Так, соль у меня обычная, каменная, вот такая. Значит, я немножко так, а то много высыплю. Немного вот так вот я присолю лучок. Вот таким вот образом присолю. Далее немножко поперчу. Таким вот образом. Все, здесь у меня лопаточка. Мы немножко и вот так вот помешаем. Помешаем. Значит, нужно обжарить минутки 3. Так, я добавляю туда еще вот этот перчик, чтобы у нас посимпатичнее блюдо вышло. То есть это мы обжариваем, ну, минутки 3. Все. А тем временем у меня время есть, я подготовлю зелень. Зелень. Значит, это у меня кабачок порезанный. Кабачок порезанный. Не толстые, кстати, вот эти вот кусочки круглые, не толстые. А мы режем с вами лук. И, в принципе, знаете, я вот эту зелень сейчас уже последнее время режу ножницами. Но сейчас, в общем, порежем мы с вами вот таким вот образом ножом. Вот. Потому что у меня тут подготовлена и доска, и все как бы поставлено так, чтобы вы видели, что я делаю. Вот. Так что мы сегодня заботимся о своем здоровом питании. Этот праздник у нас отмечается в стране с 2011 года. Да, это такой вот у нас праздник введен, чтобы мы заботились о своем питании. Так, это пока все, что мне не нужно, я отставляю. Все. Теперь, вот пока у меня обжаривается, вот сюда, где я разбила 3 яйца, если больше порция, можно и 4, и 5, и 6, в зависимости, сколько вам необходимо сделать завтрака. Значит, я сюда отправляю вот эту зелень. Зелень отправляю. Так, немножечко оставлю на готовое блюдо сверху нам добавить. Так, здесь я присаливаю опять же. Присаливаем немножечко. Добавляем тоже сюда перчик. Вот так вот. Так. Так, добавляем перчик. Это все убираем. А это все перемешиваем. Можно венчиком, можно чем вы привыкли это делать. У меня вот такая вот согнутая вилочка. И как бы я ей очень удобно все это перемешиваю. Так, все это у меня готово для заливки. Значит, все. Сейчас у меня будет это готово. Ну, не до готовности совсем, оно нам до готовности пока совсем не надо. Не нужного нам так. Сюда я добавляю вот эти порезанные кабачки. Вот эти кусочки кабачков. И мы их тоже обжариваем. Да, пожалуй, и все добавлю. Весь кабачок. Думаю, что от этого плохо не будет никому. Все. Перемешиваем. Перемешиваем.
Вот таким вот образом они у нас обжариваются. Вот так вот. Перемешиваем. Так. И сейчас они у меня обжариваются. Обжариться они должны, ну, немножко до, скажем так, готовности. И потом я их залью. И накроем мы крышкой. Хочу сказать, что это очень сытно, это очень полезно, это очень быстро и это очень просто. Так что рекомендую, как я люблю. Вот так вот меня не видно. Так что я вам рекомендую. Да, полезно, быстро, вкусно и просто. Так что вот завтрак будет вполне у нас с вами хорош. Так, и сверху, сейчас немножко я все-таки дождусь, что это у меня чуть-чуть до готовности дойдет. Ну, до полуготовности, да, до полуготовности. Кабачки, они же не так долго жарятся. Баклажаны, они, да, подольше. А кабачки, они гораздо, как бы, меньше времени для этого нужно. Сейчас я еще немножко посолю. Мне кажется, я немножечко не досолила. Но это мне так думается. Хотя вот эту соль я купила последнюю, знаете, очень даже как бы такая соленая. Вот в последнее время жалуются не только я, многие хозяйки, что соль уже не та, сахар уже не тот. Так что эту соль я купила, кстати, а очень-очень как бы такая, ну, соленая. Даже немножко добавляешь, все равно она чувствительна. А между тем я хочу с вами поделиться еще одной вещью. Кстати, вчера я вам говорила, какая погода, ветреная ожидалась. Я даже пока ходила к детям, ну, поздравила, как вы знаете, вчера был день защиты детей. Вот. Мороженое купила. Особенно удивлять нечем, ну так немножко. И, значит, от них шла, такой сильнейший ветер был. Ну, конечно, была с телефоном, немножечко так это около дома, участочек сняла. Выложу, не выложу, пока не знаю. Вот. И что вы думаете, вчера к вечеру пошел дождь, такой, правда, недолгий, не затяжной, но как-то резко, и даже град был. Град, ну не крупный такой, как бывает уж очень удивительный, и можно снять и удивиться, нет, но все-таки град, понимаете, вот так вот первый день лета, вот таким вот был первый день лета у нас в Петербурге. А сегодня день Тимофея, как-то, в общем, по народному календарю Тимофея Грядочника, то есть сегодня можно вполне и нужно заканчивать с грядками, заниматься этим, все. И, как говорят, до Троицы надо все высадить, иначе будет потом все плохо расти, и червивое, и так далее. То есть вот так вот. И еще хотела тоже сказать такую вещь. Я ходила вчера в магазин. Магазин у нас недалеко находится, перекресток вот такой вот. Так, а сейчас я помешаю и все-таки уже залью. Я, по-моему, крышку не подготовила. Ну, сейчас я крышку достану. Вот, достану крышку. Вот, смотрите, вот так вот я обжарила. Вот, и сейчас, так, может быть, даже стоит немножко подвинуть камеру. Сейчас я попытаюсь я подвинуть камеру вот так, вот, чтобы вы более-менее все вам видно было. То есть вот так вот я смешиваю сыр, 3 яйца,
Зелень может быть это укроп, может быть петрушка. У меня лук. У меня другой зелени нет, что-то я не подумала о том. Хотя сегодня я была в этом перекрестке и, знаете, прям что-то так взяла пучочек петрушки и потом его почему-то положила. Сама не знаю почему, я, в общем, его не купила. Вот так вот. И теперь я выливаю. Вот так вот все выливаем. Сюда выливаем. Вместе с сыром все перемешиваем. Сейчас я уберу это все в раковину. Перемешиваем, чтобы тут у нас равномерненько все перемешалось. Да, вот так вот. Перемешиваем мы это все. Все. И на медленном огне у нас будет 8-10 минут под крышкой. Это до готовности прожариваться. Вот таким вот образом. Сейчас я разложу посимпатичней, чтобы это все было, чтобы это выглядело посимпатичней. Так, и крышка. Крышка у меня почему-то под рукой не оказалась. Крышка у меня вот такая, с отводом пара. Так, сейчас мы закрываем. И я засекаю время. 8 минут. Вот. Ну, а с вами можно нам побеседовать, поговорить о том, о сём. И я вам хочу рассказать такую вещь. Видите, я как с вами перед этой камерой на согнутом колене. Вот так. Значит, купила я там что? Ну, кабачок, парочку, кстати, купила. Один вот сразу приготовила, один у меня будет в холодильнике. Купила парочку помидор. Сейчас покажу, какие. Это просто гигант. Сейчас я покажу вам. Смотрите. Вот такой вот. Вот такая помидорина. Вот какая масса. Представьте, вот. Вот. Это же очень большой. У меня уж рука такая взрослая, крупненькая. И вот такой вот помидор. Не могла даже пройти мимо. Вот. Ну, я парочку взяла. Один большой и второй вот так вот поменьше. Вот таких вот два помидорина взяла. Две помидорины. И сейчас я вам скажу, насколько это вышло. Это вышло очень, кстати, дорого. Здесь получается килограмм. Вот эти 2 килограмм. Сама взвешивала своими руками. И это получилось на 280 рублей. Да, 280 рублей. Что я не посмотрела сразу, показалось, вроде подешевле должно быть. Ну, вот так вот. Так что попробуем. Но самое, видите, немножко они вот с такими хвостиками. И поэтому, когда они как бы лежат и несем, и там кто-то, может быть, тоже, как и я, пытался посмотреть, купить и так далее. И вот они этим хвостиком немножко ранят сами себя. Но я даже на это не посмотрела, потому что мне очень хотелось купить вот именно такие большие помидорины. Я не знаю, может быть, это как бы подкормлено, и поэтому они такие выросли. Может быть, не совсем натуральные, но я подумала, что все равно, раз он такой вырос, значит, он должен быть более сладким и спелым. Это по поводу помидоринок. Ну и, конечно, я купила 2 перчика. Вот такие вот. Знаете, посмотрела. Там, значит, уже ласточка. Это, ну, такой зеленый перец обычный, к которому мы больше привыкли. Ласточка. Посмотрела, ценник один и тот же. Что вот этот, да тоже в перекрестке, значит, что вот это 290 стоит за килограмм, а тот 289, то есть почти, практически в одной цене. Ну и, конечно, я решила, я хотела вперед тот купить, в принципе, было, если он был подешевле немножко, я купила бы тот перец. А так как уже смотрю, цена одна и та же, соответственно, я купила, конечно, этот перец. Вот 2 штучки. 2 штучки на 120 рублей. Вот такие цены. Ну, это уже как бы более-менее интересно кому-то. Да, вот так вот я потратилась. Но не только это. Я, конечно, там и мяса прикупила, и немного так это
ну, сладости. Ну, сладости не скажу, что много. Просто купила, значит, вафельки. Тоже вот хочу показать. Вот такие вот вафельки. Яшкино. Сейчас вам видно или нет, или отсвечивает. Вот так вот. Кстати, это новинка. Эта вафелька, смотрите, она всего из 2 пластиночек. И посередке такая прослоечка, очень такая толстенькая, одна. То есть воздушная начинка, как они пишут. Вот так вот. Ну, это, если что, угостить сама, может быть. Но, в принципе, да. Я сейчас, конечно, по мне как бы так визуально не видно, что там я худею очень как-то резко и все. Но я замечаю, какая-то все равно легкость у меня появляется. Да, как бы вот так вот. Это я перед вами отчет держу. Вот такой вот отчет. И еще немножко осталось, и у нас уже будет все готово. Да, все будет готово. И мы с вами можем завтракать и сами, и кормить наших близких, и деток, и детей, и внуков, и любимых, и так далее. Ну, кому повезло с любимыми, а кому не очень. Да. Знаете, недавно вычитала, ну, это как-то мне и раньше приходило на глаза это выражение. Эдуард Асадуллин. Он, знаете, как выразился? Может быть, я немножко изменю. Не старалась запомнить, но смысл. Значит, много тех, с кем бы ты лег в постель, но мало тех, с кем бы ты хотел проснуться. Вот так вот, да. Вот такое какое точное выражение. Ну и все. Я сейчас буду отключать. И спасибо, кто меня смотрит. Спасибо, кто меня комментирует. Спасибо, что вообще заходите. Это все здорово и хорошо. А мы сейчас вот таким вот образом это все снимем на тарелочку. И вот я вам уже говорила, что эта сковородка у меня такая уже как бы лишнего подгорает. Но я еще с ней не хочу расставаться, потому что, знаете, не купила такого размера. А раз не купила, поэтому выкидывать, считаю, рановато. Вот, вот так вот, вот. Сейчас немножечко зажарочку тоже сюда отправим. Так вот. Это мы убираем. Так, достаем мы, наверное, вот такой вот нож, которым режем пиццу. И мы можем вот таким вот образом разрезать на порционные кусочки. Даже если мы как бы небольшую семью имеем, все равно порционно брать всегда приятней. Так что не забываем и всем советуем приготовить вот такое вот быстрое блюдо на завтрак. То есть кабачки заливаем яйцом. Сытно, быстро, просто. Рекомендую. Да, вот такое у нас получилось на завтрак блюдо. Выливаем яйца на кабачок. Быстро, просто, вкусно. Рекомендую. С вами была на канале Анна Ольга Николаевна. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, дизлайки. А я желаю всем здоровья, благополучия, всем нам мира, скорейшего мира. Думаю, что мы его дождемся. Берегите себя и до встречи.